Donetsk right now, incoming to the center. I'm on my way. I'm Patrick Lancaster, and what you just saw in the previous video was the view from my balcony of a Ukrainian rocket hammering the center of Donetsk. We've raced to the scene right next to the Ramada Hotel here in the center of Donetsk. And Ramada, by the way, is the last hotel in center Donetsk that has not been seriously damaged by Ukrainian shelling. So as we understand, the shell hit the side of the building here, which is a apartment building. We're going to get a little closer look to find out exactly what information we can find out. But the fact here on the ground is a huge explosion just happened, as you saw, in the center of Donetsk. This isn't some artillery. This is some major rocket. So we're going to find out exactly what it was, if it's Western supplied or who supplied it, and find out as much information as we can here on the ground, because no one else will. Please like, share, and subscribe. Remember, we're totally independent, crowdfunded journalists. You can support my work with the link on the screen or in the description. Что произошло? Прилет? Да? Да. Что это, Даня? Да, оно вроде бы сейчас не жилое, не видно народ-то, чтоб в нем живет. Ага. Как на ремонт, да? Да, знак эксплуатации. Ага. И это, Даня, что это? Это школа. Это школа? Ага. И это как футбол, да? И, может вопрос, военный объект здесь? Нету. Нету? И как вы думал, почему украинский стреляет здесь? Не знаю. Ага. Там может крошиться сейчас. Ага. Сотрудниками Следственного комитета производится осмотр последствий обстрела в Ворошиловском районе города Донецка. В результате осмотра обнаружены фрагменты от снаряда неизвестного калибра и типа, вида. Они будут изъяты, направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда. Спасибо. So now the JCCC has come, which is another inspecting organization or department, governmental department, who they've been going for many years here in Donbass doing the inspections of the shelling sites. You've seen them in many of my other reports, but the first one, as I said, is the Russian inspecting team. So now both teams are here doing inspections. Possibly they're going to be moving in, going upstairs to where the exact incoming hit was, and as you see, there's other journalists here as well. So we're showing you everything we can here on the ground. Так, ну, ребята, ответственны. Я. Literally says rocket motor here. Сотрудники из СКК определяют направление, с которого прилетела ракета. Как я послушал, это было 320 градусов.
руках сотрудника СКК вы можете видеть крыло ракеты. На нем также отчетливо видно маркировку. Можно сказать, какое оружие это? Да, АГМ-88 Харм. Ага, Харм, да? Точно, да? Ага. Это западное оружие, да? Да, производство США. Все, спасибо. И можно представить за себя? Представьте себе. Да. Начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК майор Сергей Переверзев. Вы знаете, какое направление это стреляет? Откуда? Ну, она летит больше 100 километров, до 80 километров, то есть тут. Но это направление туда, Авдеевка и выше. Ага, Где-то ближе Дружковка, либо Краматорск, вот где-то в этом направлении. ага, понял. И это, который мотор там, это опасно или нет? Ну нет, она сдетонированная уже. Вот можете видеть, да, как она заходила, то есть вот этот изгиб, вот, она прошла мимо него и ушла в стену. Вот. И как я вижу, тут школа, футбол-арена, тут Футбольное центр. поле, школа, да, жилой сектор, в котором живут гражданские люди. Никаких военных объектов здесь нет и не было никогда. Вот, так что вооруженные формирования Украины продолжают разрушать мирный город Донецк и, соответственно, держать в страхе его жителей. Спасибо. Okay, and this is the Harm rocket. We believe it's the AGM-88, is what it seems. And we can see how it was attached to a aircraft here and launched on the center of Donetsk. We can see the markings here. Let's take a closer look. Can you get here? Ooh, still hot. Противорадиолокационная ракета АГМ-88Х. То есть вот это передние стабилизаторы, два передних стабилизатора ракеты. Вот это задний стабилизатор, один из задних стабилизаторов, на который, соответственно, есть вся маркировка. Тут тоже. Вот. Ракета попала в недостроенный дом. К счастью, пока по пострадавшим неизвестно, данные уточняются. Ракета предназначена для погашения радиолокационных станций, а применяется она, к сожалению, исключительно по жилым кварталам Донецкой Народной Республики. А что производство? Соединенных Штатов Америки. All right, so we've shown you everything we can here on the ground. You see what is purportedly a United States supplied to Ukraine Harm rocket that was launched from an aircraft deep into Ukrainian territory on the center of Donetsk. We actually just got word that near the train station there is a second Harm rocket that landed not far from here, a little bit out of the center. But these, as we heard, have over a range of over 100 kilometers, and they're launched here by Ukraine after they're supplied to Ukraine by the United States on the civilian center of Donetsk. We can see here, this, as you see, is a building under construction. Just across the way, with all the windows next out, is an apartment building that people are living in. And we look here, and we see this soccer arena with a playground here where kids could have been playing and injured. Over here, huge school number 5 of Donetsk, a huge school. But thank God the authorities here are smart enough to close the schools so these children are not at risk daily when all these schools get hit by Ukrainian shelling. So we're going to keep doing what we can to show you the real facts here on the ground. I'm back in Donetsk to show you what the Western mainstream media isn't showing you and flat out lying about. So please like. All right, so we've moved on to the Center Trauma Hospital in Donetsk because there's been word of many injuries today. It's not just the one location we were at that was shelled today. Another Harm missile reportedly came down on the train station. The hardware store in the Petrovka district, Galactica as they call it, was injured, and there were 6 people injured there. And there's reports of other injuries across the city. Now, there's many hospitals, other trauma hospitals, but this is the main one. So we've come here to talk to the head doctors and hopefully see a little insight in
what the situation is here with the injuries of the people from Ukrainian shelling, not just today, but in the last weeks or months, and especially the children. See a little information on the injuries of the children. So let's talk to them, and remember, we're totally independent, crowdfunded journalists. Support our work with the link on the screen or in the description. Hit that like button and make sure you subscribe if you're new, because many of the people that watch these reports aren't subscribed. I don't want you to miss anything, so hit that subscribe button. Здравствуйте. Добрый день. Можно представиться себя? Анаприенко Вадим Игоревич, заместитель директора Республиканского травматологического центра по хирургической работе. Можно сказать, как обстановка? Обстановка в Донецке по-прежнему стабильно тяжелая. Город продолжает обстреливаться. Сегодня был обстрел города. Обстреляли Ворошиловский район, вы знаете, в высотку попал снаряд. Обстрелян был Петровский район, нам оттуда привезли 2 пострадавших, женщины получили тяжелые ранения, находились на улице, вот, скорая к нам доставлена, сейчас им оказывается медицинская помощь в приемном отделении. Позавчера к нам тоже были доставлены 3 мирных жителей, они получили ранения в Куйбышевском районе. Ну, то есть, как видите, город обстреливается ежедневно. Ежедневно мы принимаем мирных жителей. Снаряды же они не щадят никого, понимаете, они не спрашивают ни пола, ни возрастов. Поэтому мы оказываем помощь, мы круглосуточно работаем, это наша работа, наше призвание, помогать людям. И можно сказать примеры, сколько людей здесь сейчас, которые ранены от обстрела? На данный момент у нас на госпитализации находится 24 человека. Это все, которые получили травмы именно в результате обстрела жилых кварталов. У всех минно-взрывная травма, осколочные ранения. Ну, с появлением кассетных боеприпасов ранения стали более тяжелые. Вот, потому что это более мощный боеприпас, он разрывается, и осколков больше, поражающих элементов больше. Ну и плюс лепестки, опять же, по-прежнему люди наступают на лепестки. Вот. Получает травматический отрыв стопы человек, когда происходит контакт с миной лепестком. Ну, собственно, на это боеприпасы рассчитаны. Вы сказали кассетные? Да, кассетные, да, недавно вот совсем начали обстреливаться кассетными боеприпасами, мы даже слышим, как он приземляется, это совершенно другой звук. Ну что вы думаете, мы 9 лет живем в Донецке, понимаете, мы уже по звуку слышим, что приземляется град, миномет, а теперь кассетка. И это кассетные, это подарок от США, да? Ну, я не знаю, кто дарит, вот, пусть они сами разбираются. Вот. Да, Наша задача это гражданский. Да, это гражданские. Люди, Да, это которые мирные ранены от люди. кассет. Конечно, а мирные люди, вот они являются прежде всего жертвами войны. Ага. И вы сказал 20 с чем-то, это все мирные люди? Это или мирные люди, да, Ага. это именно гражданские, из них 8 детей сейчас у нас лежит. Это все, которые получили травмы в результате обстрелов жилых кварталов. Спасибо большое. And now we're headed to the children's department of the trauma hospital to hopefully have a talk with some of the parents and maybe children about the situation. Присутствовали, проходите. Здравствуйте. 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 Как дела? Нормально. Можем поговорить, да? Да? Называйте. Они вдвоем? Да, это мои дети. Они вдвоем ранены? Да, они Оба вдвоем ранены. одновременно, да, ранены? Этот на вылет возле легкого, а этот с ногой, ну, чуть-чуть там. Ага. А Это... в каком районе ранены были? В Куйбышевском. Куйбышевский. Первая площадка. А, вы с первой площадки. Да. Это А, возле рынка. это который, когда на базар, Три магазин. дня назад, да? Вот возле Да, магазина. 27 А, мы был там вчера снимать. Ага, понял. Нас И, позавчера снимали, и вчера снимали. мгм. И можно сказать, как этот момент был, что произошло? Ну, меня дома не было на тот момент. Можно. Я приехала около 6 часов, а у нас магазин работает до 6 на Грабарях. Я отправила малых в магазин на площадку, чтобы они купили хлеба, но вот как раз в этот момент и попали под обстрел. Можно сказать, откуда это стреляет? Ну, со стороны, скорее всего, Украины. И как вы думал, почему Украина стреляет на этот магазин? Ну, на этот ответ я не могу ответить. Они сами
Выбирают момент, когда стрелять, когда нет. И можно на твое слово, как этот момент был, когда прилет? Шуршило, шуршило, а потом упало. Я помню, как магазин там сбило, прилетел магазин. У меня камень вот прилетел. Вот это я помню. А еще мама позвонила, сказала пойти за хлебом. Хлеба тогда дома не было. У нас магазин на Грабарях до 6 вечера. Мы пошли. И как думал, почему украинский стреляет на этот магазин? Как думаешь, почему Украина стреляла конкретно вот в это место? Потому что был праздник. Да, праздник День был. шахтера. День Праздник был. Поэтому обстреливали. Как праздник называется? Я не знаю. Как праздник назывался? День города. День города. До свидания. До свидания. Наши гости. А вот наша звезда. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно пару слов, да? Пожалуйста, с ним. Что произошло? Прилет произошел. Да? Да. Когда? 8 августа. И как вы чувствуете? Как себя чувствуешь? Нормально. Да? Хорошо. Как этот момент был? Пугающий. Да? Да. Громкий. И где был? Где это произошло? На Щорса. Шурса, да? На Щорсе, в центре, да? Не знаю. Как? Ну, в центре города, да? Центр. Нет. Ага, да, центр города. Ага. И что был? Просто взрыв или как? Взрыв, там было пыльно или дымно. Не знаю, как это объяснить. Но практически не было видно, как куда прилетело. Ну, это как мирный район, да? Типа. Да. В войне объект нету, да? Нету. Но как ты чувствуешь, почему стреляют там? Не знаю. Там рядом с больницей роддома. И кто стреляет? Украина. Как думал, почему? Потому что война идет. Как зовут? Стас. Стас? Очень приятно. Меня зовут Патрик. Патрик. Приятно. До свидания. Спасибо. All right, so we'll show you just a small sample of some of the children that have been injured here, that are in the hospital, injured by Ukrainian shelling, as you hear. It's really hard. So a total of 8 children just in this hospital right now that have been injured by Ukrainian shelling. It needs to stop. The world needs to wake up. So we just show you here what the Western mainstream media won't show you. Please like, share, and subscribe. Help show the world what's really happening. It's a horrible thing to see, but we got to see it to show you. Remember, we're totally independent, crowdfunded journalists. You support our work with the link on the screen or in the description. And also, make sure you follow my channel on Rumble as well. All my videos are there with translations and subtitles as well. So let's just show the world together what's happening.